Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 5 по 11 августа. События ближайшего будущего. И давайте узнаем, какие энергии видят для вашего знака зодиака карты на предстоящую неделю. И в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Что важно знать, что скрыто, что вам может помешать и что будет помогать. И также посмотрим по остальным сферам жизни. Будем реалистами, всегда напоминаю об этом. Любой расклад не расскажет о всех тонкостях вашей жизни. Он может дать подсказку именно энергетически, как один из тысячи вариантов развития событий или альтернатива, от которой мы все не застрахованы. Поэтому, если на пару шагов вперед, где-то предусмотреть, что что-то может пойти не так, то тогда и подсказок для нас больше, да и врасплох нас не застанешь. Итак, что важно знать? Возможно, какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности возможное? Чему сейчас не время, как видят карты? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же будет важно? Прекрасная карта, шестерка чаш. И в этой колоде, посмотрите, дружба в основе всего лежит. Надо сказать, что даже в основе межличностных, интимных каких-то отношений. Вот доверие друг к другу. То доверие, которое основано не на меркантильности, а на искренности. Вот какие-то искренние отношения для вас будут важны. Может быть, это конкретная история, которую вы чувствуете, к человеку точнее. Абсолютное доверие. Может быть, встреча с таким человеком. Но я должна сказать, личная жизнь с теми людьми, которых мы уже знаем. Знаем, скорее всего, хорошо и, возможно, не один год. Это могут быть и как ваши родственники, и ваш близкий человек, или, мои дорогие, ваши близкие друзья. Иногда друзья бывают едва ли не ближе, чем родственники. У каждого по-своему. Может быть, это поддержка будет, или вы будете кого-то поддерживать, или вас, или в целом взаимодействие. Но поддержка все же предусматривается. Нам показан мальчик, который поддерживает маленького щенка, и в последующем, по прошествию лет уже нам показан взрослый человек и взрослый пес. То есть то, что проверено временем, повторюсь. Неожиданности. Нет каких-то неожиданностей, которые есть в реальной жизни. Но зато сомнений может быть много. Правильно ли я поступаю? Или это карта внутренних страхов. Как будто реальность одна, обратите внимание. Девушка нам показана, она где-то в своих размышлениях. И, видимо, настолько глубоко она окунулась вот в эту внутреннюю философию. Она смотрит вглубь себя, что если как зеркало взять, она себя видит скованной по рукам и ногам. Но, обратите внимание, есть же еще повязка на глазах. Карта разными способами призывает нас увидеть какую-то реальность. Видимо, где-то быть реалистом, может быть и прагматиком. По крайней мере, прагматизм этот заключается в том, что мы правильно оцениваем обстановку вокруг вас. Или не создавай себе каких-то помех, нам говорят. И именно какими-то своими непозитивными мыслями ты тут можешь что-то переиграть, как в неожиданностях. Именно потому, что утерял доверие, например, или тебе что-то показалось. Поэтому, мои дорогие, будьте внимательны к своим мыслям. Фактически ничего не мешает. Может быть, вот какой-то надежный союз вы начнете ставить под сомнение, потому что начнете какую-то ситуацию анализировать. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. У кого-то из вас не время отправляться в путь или завершать какой-то союз. Не время искать однозначного решения. Не время думать, что какой-то ваш план абсолютной точностью сбудется на 100%. Не время разворачиваться и уходить, не время хлопнуть дверью и настаивать на своем. Не время, может быть, какое-то однозначное решение принимать, вот еще пока не на этой неделе. Может быть, и где-то
Вы это сами чувствуете. Но вот эти сомнения, они могут перейти в какой-то другой формат, когда, ну, сомнения всем нам свойственны. Но если мы уже так совсем где-то в деталях начнем что-то анализировать, замышлять, размышлять, мы можем додуматься совсем не до того, от чего оттолкнулись. Или мы можем добавить себе какого-то буквально мрака в жизни, потому что, ну, мысль наша или какой-то наш шаблон, он может быть со знаком минус. Поэтому не устраивайте себе глубокую философию. Конкретно 2 карты говорят об этом. Помех нет. Более того, еще и есть риск как будто отказаться от каких-то отношений. Вот у кого-то и так проиграется. Не время, может быть, буквально вам что-то не понравилось. И тогда не время рвать какую-то связь, дружеские отношения, личные отношения. Или как-то переигрывать, мои дорогие. Что же будет помогать? У вас сильная позиция. Но по этой сильной позиции силу мы с умом применяем. Карта, безусловно, с энергетикой великого манипулятора, когда нам нужно договориться. Нам нужно найти, по сути дела, баланс между тем, как вы хотите осуществить, и той реальностью, которая есть в данный момент. Быть дипломатом – это тоже будет помогать. Ну и, в принципе, карта говорит, что вы сейчас именно как словно на коне. Или вы сейчас победитель. В ваших руках очень много нитей, когда вы можете воздействовать и на людей, или на какие-то конкретные ситуации. Но как поступить, это нужно продумать. Где-то карта призывает к балансу, дипломатии и мудрости. Что скрыто? Вы можете сомневаться, стоит ли ехать куда-то. Тогда не стоит, мои дорогие. Может быть, это чуть позже сделать. У кого-то из вас 10 жезлов – это карта усталости. И уставшие люди делают ошибки. Может быть, из-за усталости как раз где-то и будут вот такие сомнения. Но мы всегда по 10 жезлов. Первое. Делегируем как будто часть наших обязанностей, именно рутинных. Может быть, вам нужен человек, который по какому-то вопросу, ну вот вы с ним не можете справиться, вам нужна чья-то помощь. Вы где-то не хотите, может быть, хотите сами, не привлекая никого решить какой-то вопрос. Тогда карта будет говорить: но помни, что ты не разорвешься сразу в несколько ипостасей. Поэтому тебе придется все же режим труда и отдыха сбалансировать. Для кого-то из вас это может быть буквально вы хотите куда-то поехать, но хотите это скрыть. Какой-то переезд или отъезд. По разным причинам. Здесь у каждого что-то свое. Но я бы сказала, никто ничего не скрывает. Это вам, мои дорогие близнецы, нужно действительно, может быть, хорошо отдохнуть и определиться с тем, что вы будете в дальнейшем продвигать или что вы будете совершать, какой вы путь в дальнейшем изберете. Тут может быть что-то очень, как и важное на кону, к примеру, отношения. Или пусть эти отношения с руководителем, может быть, вопрос касается работы, все же у нас выпадает карта сила, или откуда к вам приходят деньги, но все же в позиции, что скрыто. 10 жезлов, есть такой момент, что ты должен как-то действовать по-другому. Ты должен быть более свободным. Никто ничего не скрывает. Это вы сами себе можете надумать каких-то, как и мраков сомнений, ну и где-то начать сомневаться в конкретном человеке. У каждого по-своему. Дело, работа, бизнес. Но есть то, что вы очень хотите осуществить. Может быть, вы сомневаетесь в каком-то своем проекте, получится осуществить или нет. Может быть, вы сомневаетесь в руководителе вашей организации, будут ли вас поддерживать, если вы возьметесь за какое-то конкретное дело. Вы можете сомневаться в вашем личном творчестве, а получите ли вы признание. Ну, есть вот, да, взаимосвязь между 8 мечей и карта дьявол. С одной стороны, 15-й аркан нам говорит: не делай ничего чересчур. Где-то об этом тоже говорит карта. Не перегружай себя, иначе какая-то игра, ты уже ею не сможешь управлять. Именно твоя игра, потому что ты не сможешь контролировать, у тебя не хватит попросту сил. А тебе контроль сейчас за обстоятельствами. Может быть, у кого-то за состоянием здоровья, за состоянием ваших дел финансовых или ваших планов творческих, что вы хотите осуществить.
здесь тоже требует вашего внимания и неспешных действий. Не должно давлеть само по себе желание на этой неделе над какой-то реальностью. Поэтому реалистами, прагматиками, по крайней мере в некоторых вопросах, мои дорогие близнецы, как бы и не замечтаться, но и не тревожиться. Оставаться ровным, сбалансированным, в первую очередь по отношению к самому себе. Да, по этой карте у кого-то может быть состояние, когда вы хотите заработать деньги. И может быть есть какое-то предложение, которое очень заманчиво. И вы будете обдумывать. И правда тогда нужно просчитать, где заканчивается прибыль и начинается риск. Вот все же этот момент учтите, потому что дьявол великий шутник, когда он знает, что поймал нас словно на какую-то удочку, он начинает свою тогда игру. А для вас должна быть игра именно своя. Но еще эта карта будет говорить о том, что вы в хорошей физической форме. И карта сила. У вас свои очень сильные ресурсные позиции. Иногда вот эта ресурсность, она может нам добавлять самоуверенности. И вот тогда это будет мешать. И где-то восьмерка чаши, это ведь самоуверенность, когда человек что-то оставляет и идет как к своему солнцу. Солнце – это прообраз эго, когда хочет сделать что-то по-своему. Поэтому вот с этим нужно быть очень аккуратным. Не переусердствовать, это точно. Держать баланс. Финансы. Десятка мечей. Какую-то хочется, может быть, закрыть финансовую брешь. Всегда десятка мечей – это выйти из прошлого. Или какую-то прежнюю финансовую ситуацию вам тоже хочется завершить. И если у кого-то из вас действительно недостаток денег или какие-то большие траты на этой неделе, тогда я могу предположить, или выход вы найдете, или вас кто-то поддержит. Для кого-то из вас это может быть, опять же, какой-то проект и по работе, когда будут другие заработки, другие возможности. Может быть, вы узнаете о такой проекте или о таком деле, или участии вашем в какой-то теме по части заработков. И тогда тоже это, вот знаете, само по себе желание заработать деньги, оно не должно превалировать. Оно не должно стирать ваши чувства опасности или вот это полезное чувство, когда мы допускаем, что в любой момент что-то может пойти не так, когда мы не хотим собой рисковать. Вот работа и деньги, или ваши дела, документы и опять же финансы. У кого-то дела по части дома, недвижимости. Вот в каком-то контексте будут именно соотноситься, сколько я потрачу денег, или сколько я в последующем заработаю денег, насколько эти правила, которые мне, предположим, обещают, будут соблюдены. Или насколько я могу доверять какому-то человеку, насколько мне в конечном итоге нужно участвовать в этом деле. Вот в таком контексте какие-то дела, вопросы вы будете решать. Как будто нужно на что-то решиться, а у вас есть сомнения. Личная жизнь. И это ваша карта. Король мечей. Это когда вам, может быть, на этой неделе есть смысл, если правда, вопрос связан с судами или подписаниями каких-то важных бумаг, соглашений, контрактов, и у вас есть сомнения, тогда нужно обратиться к юристу-адвокату. Может быть, у кого-то вопросы, связанные, кстати, я могу такое предположить, вопросы, связанные с наследством. И как-то между родственниками это делится, и нет общего знаменателя. Или если есть, но есть все равно какие-то нюансы. Может быть, все хорошо, но тогда король мечей может говорить о нотариусе, когда вы тоже подписываете какие-то документы. Мои дорогие близнецы, вообще, в принципе, даже на личную жизнь есть какой-то ваш четкий план, и вы намерены им следовать. По этой карте у кого-то врачи могут проиграться, и необходимое обследование. Может быть, стоматолог тоже. Но очень многогранная карта, помимо того, что она обозначает людей, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха. Это как вы, и это еще весы и водолей. Или человек, который имеет асцендент, может быть, в этом знаке. То есть еще и конкретные рациональные вопросы, которые нужно решать с позиции
правильности закона или какого-то регламента, или, может быть, ну, что-то оформить и тоже не сомневаться в чем-то. Что-то нужно сделать максимально ответственно и правильно на этой неделе. И тогда мы говорим, начали в неожиданностях сомнения. Вам сомнения не помогают. Вам не помогут ни как сомнения, ни какая-то горячность. Или когда вы, знаете, руководствуетесь, эх, была не была, вот таким ва-банком тоже этому не место, мои дорогие. А опять же, взвешенность. Помните, карта силы, вспомните ее. У наша девушка, обратите внимание, половина лица, мы видим, что это девушка, а половина это как будто львиная грива. И лев, прообраз эго, как раз мы хотим настоять на своем. Но эта карта несет значение, что мы уравновешиваем в себе эти две силы. Уравновешиваем наши эмоции и какую-то конкретику. То, что случилось, какое-то событие. Уравновешиваем наши желания и наши возможности. Наши планы на будущее и какую-то обстановку. Уравновешиваем наши чувства и наше сердце, наш разум. Вот какой-то такой баланс. И у каждого свой будет вопрос. У кого-то будет касаться денег, у кого-то личной жизни, но для кого-то это ваши честолюбивые планы. И я могу допустить, у кого-то все вместе вполне. Вот такая не совсем простая неделя, но у вас сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.